В 2004 году каждый второй директор России был из цеха. Сегодня, в 2026, таких почти не осталось. Их место заняли администраторы с корочками МБА и презентациями. 2004 год. Атамаш, Волгодонск. Мне 24 года. Я мастер производственного участка. Первый год в управленческой должности. За плечами 3 года работы слесарем. Я знал цех изнутри. Казалось, что уже многое понимаю и управляю участком эффективно. В пятницу вечером я открыл ежедневник. Посмотрел всю прошедшую неделю и увидел то, что меня сильно расстроило. Больше половины задач из моего плана на неделю я не выполнил. 5 дней шли совещания, разборы завалов, срочные задачи, заполнение паспортов изделий, беготня по другим службам. А на свою работу, что я сам для себя запланировал, времени оставалось мало, недостаточно для всего объема моих задач и планов. Я не управлял своим временем эффективно. Я реагировал на то, что происходило вокруг меня, и чаще проблемы появлялись незапланированно. Тогда я решил, надо что-то с этим делать. Плохая организованность ни к чему хорошему не приведет. Надо работать над собой. Прошло 8 лет. Я вырос до генерального директора производственной компании. Работал с десятками компаний и их руководителями. И понял, это не только была моя проблема, это системная болезнь российского управления. Сегодня расскажу о 4 причинах, почему ваши руководители не управляют и что с этим делать. Через несколько минут вы поймете, почему лучший специалист или эксперт часто становится худшим начальником, почему умные люди выгорают, а интриганы остаются. И главное, что с этим делать. Не через тренинги по лидерству, не через курсы МБА, а через опыт и практику, которую получил в производственных цехах. Если вы собственник или генеральный директор, этот ролик про вашу команду. В 4 причине я скажу то, о чем принято молчать. Смотрите ролик до конца. Причина первая. Самая распространенная. Классика жанра. Кого у нас принято выдвигать в руководители? Конечно, лучшего специалиста или эксперта. Лучший токарь – начальники цеха, лучший продажник – начальники отдела, лучший технолог – главные технологи. Логика понятна. Знает дело, умеет делать, значит и других научит. Но это ловушка, причем двойная. И для того, кого назначает, и для того, кто назначает. Быть хорошим специалистом и хорошим руководителем – принципиально разные типы мышления. Специалист думает как сделать деталь, как провести сварку, как выстроить процесс. Его удовлетворение в конкретном результате. Он видит станок, деталь, готовое изделие. Руководитель должен думать иначе. Что нужно делать, зачем и как и какому сроку. Его работа шире. Создать условия для того, чтобы другие делали результат. Не делать самому, а организовать. Это разные мышечные группы. Отличный тренер по боксу не обязан быть чемпионом. Отличный дирижер не обязан быть лучшим скрипачом. Это нормально. Что происходит, когда лучшего токаря ставят начальником цеха? Вариант первый. Он честный профессионал, видит, что подчиненные делают хуже него. Не может терпеть, не может на это смотреть, влезает в каждую операцию, поправляет, делает сам. Цех держится на нем лично. Когда заболевает, все встает в цеху. Это не управление, это героизм одного человека. Вариант второй. Он понимает, что управлять не умеет, нервничает, закрывается, защищает позицию через агрессию или бумажки. Через год уходит сам или его убирают. Итог обоих вариантов: компания теряет и хорошего специалиста, и получает плохого руководителя. Выход. Разделять карьерные треки. Экспертный путь и управленческий путь. Топовый сварщик может получать больше начальника цеха, если система это позволяет. Не каждый должен становиться руководителем. Это важно. Ицхак Адизис – гуру в области управления. Описал это через теорию витаминов П, А, Е, И. Простая модель и убийственно точная. Любой руководитель должен выполнять 4 функции. П – производить результат, делать план или продавать. А – следить за порядком, регламентами, дисциплиной. Е – создавать новое, предлагать идеи, менять и рисковать. И I – строить команду, мотивировать, объединять, лидер. Проблема в том, что всех 4 витаминов одновременно нет почти ни у одного из людей. Кто силен в П – скучает от администрирования. Кто силен в Е – ненавидит текучку. Кто силен в I – избегает жестких решений. Когда от одного руководителя требуют всего одновременно, он сломается. Это невозможно выполнять все 4 витамина. Это как требовать от одного человека быть одновременно спринтером, штангистом и гимнастом. Что происходит на практике? Начальник цеха, слабый в А, не сдает отчеты вовремя, не ведет документацию, не может стандартизировать, организовать процессы на производстве. Его начинают гнобить за это.
Он тратит время на бумаги вместо управления людьми. Итог – не сделано ни то, ни другое. Выход. Нужно знать управленческую группу крови каждого вашего руководителя. И понять, какие витамины у ваших руководителей превалируют, а каких нет совсем. Строить команду вам так, чтобы она закрывала все 4 функции витамины по адизису в связке. Команда руководителей будет давать синергию. Каждый на своем месте и дополняет друг друга. Но для этого нужна еще и архитектура управления компанией, о которой мы поговорим дальше. Представьте хорошего спортсмена олимпийского уровня. Вы ставите его на лыжи, он хочет бежать, умеет бежать, но у него завязаны глаза и нет финишной ленты. Он будет бежать? Конечно, да. Но куда? Вот что такое управление без архитектуры управления. В компании нет четких функций, нет настроенных стыков между отделами и функциями компании, нет сквозного планирования, нет понятных метрик, нет связи между операционкой и финансами. Зато есть хаос. В этом хаосе любой руководитель, даже самый профессиональный, обречен всегда тушить пожары и всегда опаздывать, потому что его работа не управлять системно, а постоянно выстраивать связи, которых часто нет в компании. Все живут в своих функциональных колодцах. Ему приходится затыкать эти дыры, образующиеся на стыках между подразделениями вручную. Материалы не пришли, начальник цеха бежит снабжение. Станок сломался, он ищет ремонтников. Продажи пообещали нереальный срок, он объясняет с клиентом. Генеральный вызвал, он на очередном совещании по тушению проблем и срывом сроков поставок. Он не управляет, он постоянно вручную латает дыры. Я работал с одним предприятием. Директор по производству проводил 7 часов из 8 на различных совещаниях. 7 часов, представьте. При этом он умный, опытный, профессиональный человек. Просто система была построена так, что без него ни одно решение не принималось. Потому что функции не синхронизированы между собой, ответственность структурирована, не назначена между ними. Все вопросы решались через него. И он уволился. Долго там не стал работать в этом хаосе. Наняли нового директора по производству, такого же сильного. Через полгода та же история, также ушел. Потому что проблема не в человеке, проблема в системе и методах управления. Когда системы нет, умные выгорают, средние держатся, слабые имитируют бурную деятельность. И все бегают по кругу друг за другом, а результатов нет. Вы набираете команду. Бывает два варианта набора команды. Первый – нанять профессионалов, людей с реальной экспертизой, которые иногда скажут «нет», которые будут спорить, указывать на ошибки, требовать внятного целеполагания и стратегии. Но они будут делать качественные результаты для вашего бизнеса. И второй вариант набора – нанять лояльных, которые будут заглядывать в рот, говорят всегда «да» на любое решение, никогда не перечат. С ними, наверное, поприятнее работать, но результаты будут плачевными для компании. И многие выбирают почему-то второй вариант. Я понимаю почему. С профессионалами некомфортно, они неудобные, задают вопросы, на которые у вас нет ответов. С лояльными вам легко, но это ловушка и огромные убытки для вашего бизнеса. Лояльные люди, как правило, слабые специалисты и руководители. Именно поэтому они и становятся лояльными, у них нет другого конкурентного преимущества. Зато умеют вовремя похвалить, вовремя донести нужную информацию нужному человеку, умеют плести интриги. И начинается то, что я называю эффектом вытеснения. Лояльный начинает охоту на профессионалов, тихую, методичную, подставляет, вешают чужие ошибки, создают коалиции. Профессионал уходит, потому что в такой системе невозможно работать. Компания остается с командой лояльных слабаков. Но самое страшное – то, что происходит дальше. Правда умирает. Когда вокруг только лояльные, вы перестаете получать реальную информацию о состоянии дел в компании. Плохие новости не поднимаются наверх, провалы замалчиваются. Вы видите красивую картинку, а за ней нарастающий хаос и будущая беда. Я видел компании, которые шли к банкротству. Генеральный директор до последнего был уверен, все нормально, потому что вокруг него были лояльные, которые говорили, все отлично, даже когда уже что-то подгорало в том или ином подразделении. Лояльность – это про отношения, компетентность – это про результат. Вам нужно и то, и другое. Выбирая только лояльность, вы получаете свиту, которая ест ваш бизнес и ведет его к банкротству. Итак, 4 причины, почему ваши руководители не управляют эффективно. Первое. Лучший специалист не равно лучший руководитель. Нужны разные навыки. Вторая. У каждого своя управленческая группа крови по адизису. Нужна команда, а не один универсальный человек. Третье. Без системы даже сильный руководитель тушит пожары. Нужна архитектура управления. Четвертое. Лояльность без компетентности убивает правду и ваш бизнес. Что структурирует и закрывает все 4 причины, которые мешают вашему бизнесу или компании?
Внедрение архитектуры управления. Когда есть система, разделенные функции, настроенные стыки, сквозное планирование, прозрачные метрики, интриги теряют смысл. Потому что видно, кто реально делает результаты, кто работает. Некуда спрятаться за красивыми отчетами и презентациями. Лояльный слабак в прозрачной системе не выживет. Он либо растет, как все, и становится профессионалом, либо уходит сам. Когда есть архитектура, место каждого руководителя понятно, требования конкретны, ответственность назначена. Система работает не потому, что люди хорошие, а потому что она так устроена. Перестаньте винить людей. Люди – следствие системы. Начните строить вашу систему. 22 года назад я смотрел свой ежедневник с 5 пустыми днями и думал, что я плохой руководитель. Сегодня я понимаю, я был нормальным руководителем в системе, в которой не было главного фундамента архитектуры для эффективного управления. Ваши руководители, скорее всего, тоже нормальные. Просто система не позволяет им управлять качественно. Она заставляет их тушить пожары и управлять в авральном ручном режиме в постоянном стрессе. Вопрос не в людях. Вопрос в том, когда вы начнете строить архитектуру управления, в которой людям можно системно управлять, а не выживать. И чтобы не было вот этих интриг и политики в ваших коллективах. Смотрите мой первый плейлист про архитектуру управления для вашей компании. Внедряйте и развивайте свой бизнес. Она вам в этом поможет. Ссылка вверху на экране. Если вы узнали свою компанию, напишите в комментариях, какая из 4 причин у вас сейчас присутствует в компании. А может сразу и все 4. А если хотите разобраться, что именно не так в вашей системе управления, в описании ссылка на бесплатную диагностику. Напишите мне в Telegram слово «разбор». Я посмотрю на вашу компанию через эталонную модель архитектуры управления и покажу, где именно провалы. Конкретно и без воды. В следующем ролике расскажу вам о планировании. 7 причин, почему планы и процесс планирования в российских компаниях часто не работают. Это также тесно связано с тем, о чем мы говорили сегодня. Также провожу полный аудит управленческих процессов компании, при необходимости проектирую и внедряю архитектуру управления под ваш бизнес. Подписывайтесь на мой YouTube канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Быть сильным руководителем – это ремесло, и ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике.